Сейчас мы будем с вами правильно распаковывать телефон Redmi Note 13 Pro черного цвета. Хотя на коробке изображен смартфон цвета Forest. Здесь 8 гигабайт оперативной памяти и 256 неоперативной. Почему 13? Из-за цены и комплектации. Сейчас сами все увидите. 3, 2, 1. Эх, надо было начинать считать с 4. Вот уже неправильно распаковал. Теперь буду с ним ходить и все время об этом знать. По аналогии с фруктовыми гаджетами нас встречает вот такой бумажный пакетик. Скрепка для лотка, инструкция, защитный чехол. Кстати, в руках ощущается не как жесткая пластмасса, а типа soft touch пластика. Давайте взглянем более детально на его характеристики. Камера на 200 мегапикселей, чтобы было страшнее. AMOLED-дисплей на 120 Гц. Можно включить 60 Гц, 120 или адаптивный режим для экономии заряда. Процессор MediaTek G99 Ultra. Дальше экранный сенсор отпечатков пальца. Обязательно проверим комплектацию, потому что его иногда забывают положить. Ну и поддержка быстрой зарядки до 67 Вт. Батарея на 5000 мАч. Немало, но хотелось бы и побольше. На левой боковой грани присутствует только лоток для сим-карты. Внизу расположился микрофон, разъем Type-C для зарядки и подключения к холодильнику, а также динамик. На правой грани кнопки включения и регулировки громкости. Сверху еще один динамик, ну и на задней стороне разместились 3 камеры. Стандартный модуль, макро и широкоугольный. Также здесь присутствует и пиктограмма урны. Если вам понадобится что-то удалить со смартфона, то тянуть придется аж сюда. Дальше Си заботливо положил в комплект кабель зарядки с USB на Type-C. Кабель качественный. Разъемы оранжевого цвета, то есть с поддержкой быстрой зарядки. Ну и торт на вишенке – сам блок зарядки на 67 Вт. Такой фирменный блочок сам по себе уже стоит до 20 условных единиц. А вот в 14 серии смартфонов его уже нет. Еще фишка. Если присмотреться, то на стекле можно увидеть защитную пленку. То есть смартфоном можно пользоваться прямо из коробки. Первое включение. Я его уже одел в чехол, потому что камеры выступают и без чехла никак. Стандартные настройки пропускаем. Система загрузилась. По умолчанию здесь была установлена MIUI 14. Но она сразу же попросила обновиться. Стандартный свайп вправо открывает ленту Google. Свайп влево – список программ. Снизу вверх – поиск. Сверху вниз – знакомая всем шторка. Пока телефон обновляется, мы видим, что из коробки он шел с 13-м андроидом. Из доступных 256 гигабайт памяти занято было почти 32. Учитывайте это, если берете телефон на 128 гигабайт. После обновления мы сразу перешли на 15-й Android. А вместо MIUI установилась оболочка Xiaomi HyperOS версии 2.0. 8 гигабайт оперативной памяти можно расширить еще 4. Не знаю, кого это спасло. В моторном отсеке установлен 8-ядерный процессор до 2,2 ГГц. На момент покупки этот смартфон стоил около 215 условных единиц. Мы распаковали? Распаковали. С вас лайк, подписка и спонсорство. Удачи!